Привет-привет! Сегодня у нас на повестке дня Рита Дакота и ее муж Федор Белогай. Посмотрим на их личные взаимоотношения, какие они родители, к чему они идут, на чем брак основывается, а то много разных мнений, и что зависимые отношения, и что созависимые отношения, и что он тиран и деспот, она его терпит. Посмотрим у Риты больше интересно на перспективы в профессии, потому что он, я так понимаю, блогер какой-то, у него очередные курсы там по становлению личности и прочему разному внутреннему развитию. Живут на Бали, наверное, пьют местный чай, всячески просветляются и нам советуют. Давайте посмотрим, как живут, что из себя представляют Рита Дакота и Федор Белогай. Федор, Рита, что между ними общего и что их разъединяет. Слушайте, как будто бы большее влияние, большую известность, большую увесистость в этом мире у нас Рита имеет. Она звезда. Она человек, который знает, как себя преподнести. Она знает, что выразить она хочет. У нее есть какая-то мечта, какие-то достижения, она к ним целенаправленно очень идет. По пажу жезлов мужчина у нас инициативный, энергичный и всячески загорающийся разнообразными идеями, но как будто бы не утвердившийся в этих идеях. Как будто бы он загорается разными совершенно проектами и идеями, возможно, ни одного из них до конца не доводя. Возможно, не определился еще, в какую сторону ему двигаться и что конкретно он хочет выразить. То есть он вроде как выразить хочет прям-таки все. Разъединяет их, как мне сейчас видится, такое ощущение, что подутихли слегка эмоции, как будто бы они уже немножечко по привычке вместе. Может еще так быть, что это же достаточно продолжительный брак, может быть, это уже не вспышки каких-то эмоций, которые бывают в молодых парах, когда они только встречаются, и когда только вот эта вот любовь происходит, и когда взаимное притяжение, и вот это вот все. Сейчас вроде как все спокойно, так достаточно тягомотно, но эта карта лежит на том, и восьмеркой чаш я ее уточнила, это все-таки нехватка каких-то ощущений, все-таки впечатление такое, что как будто бы все хорошо, но чего-то не хватает, и это состояние их разъединяет. Почему, я предположу, разъединяет? Потому что кто-то один в таком состоянии находится, кому-то чего-то не хватает, кто-то хочет чего-то большего. Кто-то уже начинает осознавать, что та ситуация, которая сложилась, и тот брак, который уже достаточно давно и продолжительно между ними происходит, как будто бы это немножко такое, а-ля болотце, да, какое-то эмоциональное именно. То есть оно, может быть, с материальной точки зрения вполне нормально, может быть, они дружат как индивидуумы нормально, хорошо, может быть, они хорошие родители для ребенка. Я так понимаю, ребенок один от Соколовского, наверное, Белогай его воспитывает же он как бы больше, наверное, чем Соколовский. Это все объединяет, а вот какая-то эмоциональная составляющая, она немножко подскисла. Что у нас их объединяет? Это очень хитрая такая система, какая-то такая манипуляция. Я подозреваю, я изначально спросила, кто кем манипулирует и кто что пытается достичь, как будто бы это даже не друг на друга направлено, как будто бы это какой-то союз двух людей, которые в одну сторону тянут какую-то общую фантазию, общую какую-то нечестность. Да? Манипуляция – это как будто бы, когда ты немножко искажаешь правду в свою сторону. Это как будто бы не полноценное вранье, когда ты абсолютную неправду говоришь, когда не так, как на самом деле происходит, и ты просто врешь. На самом деле правда есть, но это такое выкручивание этой правды в свою сторону и в свою пользу. Я думала, что они это друг с другом производят, а по магу и иерофанту оказывается, что они, как мне здесь видится, что они в связке, что Белогай это все придумывает, это все как-то организовывает, у него какая-то вот эта вот буря, фантазия в голове происходит, как здесь у нас на картинке, то есть он что-то сфантазировал, давайте будем так, сейчас мы что-то замутим,
вот такое вот мы сейчас что-то сделаем, такое оно будет гигантское, огромное, что-то новое, что-то инновационное, мы такое сейчас, ну, и людям об этом расскажем, и они тоже за нами пойдут, то есть такая штука, может быть, он даже искренне в этом как бы уверен, может быть, он сам себе искренне верит в то, что это действительно правда. Знаете, как сектантство, например, какое-то, которое внешне нам всем видится как обман, да, и как какая-то манипуляция реальностью, какая-то альтернатива, например, официальной религии, например. Ну, для кого-то и официальная религия тоже шарлатанство и манипуляторство. Но я к тому, что есть какая-то общепринятая естественная форма поведения, а есть что-то, во что ты веришь, где ты немножечко искажаешь эту вот какую-то светлую конструкцию, немножечко под себя ее подстраиваешь, немножечко, ну там не перевираешь слова, но как-то вот поменял слова местами, как-то новый смысл там появился, как-то вот обратил внимание именно на какие-то подводные камни, бац, у тебя появилось что-то новое, но оно не совсем правда, но ты можешь искренне в это верить и искренне эту мысль нести. По иерофанту Рита у нас в этом активно участвует, верит в это и всячески переносит это на людей. То есть Федор у нас придумывает, а Рита доносит до общественности в форме образования. Она обучает этому людей, она рассказывает, как это правильно делать. Вот смотрите, я в такой ситуации, и вот Федя, например, придумал мне, что из этой ситуации можно вот так вот выйти, или мы там с Федей посидели, подумали, придумали, как из этой ситуации выйти. Вот такой есть выход из похожей ситуации. И люди объединяются, потому что они в похожие ситуации попадают. Думаю, что не у всех всегда очевидно есть выход из этой ситуации. Тут вдруг Рита, которая, знаете, я была в этой ситуации, и у меня есть решение. И они за ней идут, и она им рассказывает, и она вот прям им пропагандирует какую-то идею, которая у Федора в голове преобразовалась. Это какой-то внешняя какая-то, ну, работа, что ли, такая на, ну, не эзотерическом, а на каком-то информативном уровне, что ли. Давайте посмотрим непосредственно их взаимоотношения. Что как-то я сегодня криво по столу расположена, чуть-чуть я это подвину наверх. Давайте посмотрим их личностные взаимоотношения, какие они непосредственно внутри брака, без относительно работы и без относительно общественного мнения. Какой у нас Федор? Его ежедневные мысли, чувства и действия. И какая у нас Рита с ее ежедневными мыслями, чувствами и действиями. Что-то Рите в браке вообще не алё. И, по-моему, она в нем находится только ради денег и потому что есть представление о том, что стабильность, ну, как сказать, опять снова, пентакли – это не всегда деньги. Пентакли – это быт, стабильность, уверенность, какое-то заземление, укоренение какое-то. Это же масть земли, да, это вот твердо стоять на ногах. Она на это очень целенаправлена, у нее брак для этого. Она, возможно, из тех людей, которые, встречая молодого человека, удостоверяясь для себя, что этот человек подходящий для каких-то ее будущих целей, она прям-таки за него замуж выходит, потому что должна быть семья, должна быть устойчивость, должна быть стабильность. Можно вместе недвижимость покупать, детей рожать, бизнес какой-то вместе открывать, совместные счета в банках. Вот как-то должно быть устойчиво, стабильно и комфортно. В этом браке этого нету. У нее и в мыслях то, что хотелось бы сделать так, чтобы это работало. В чувствах она одна и ощущает себя, ну, как будто бы чувств не хватает, да, вот по 8 чаш там явно кому-то не хватает именно эмоциональной составляющей. Может быть, в этом браке, сейчас мы на Федю переключимся, но пока для Риты, возможно, в этом браке есть стабильность, есть уверенность, есть печать в паспорте, есть там официальные какие-то документы по опеке над детьми, да, аренда или покупка недвижимости, там что-то как-то с визами все в порядке. То есть вот это вот все замечательно, а чувств нет, в чувствах одна. И прямо грустно, и прям ты ушел куда-то и осмысляешь внутри себя. Я думаю, там такой небольшой газлайтинг в том смысле, что а надо ли мне это? То есть ты уходишь и думаешь, а если все замечательно, то нужны ли сюда чувства? Я зачем вообще в этом браке?
Мне нужна стабильность или мне нужны эмоциональные отношения с человеком. Такое ощущение, что вот и по действиям как-то она просаживается, именно вот этот отшельник, это главный аркан, он мощный достаточно и очень обращает на себя внимание среди там тройки и пятерки, каких-то неудач, каких-то неудовлетворенностей внутренней. Я думаю, что все, вот этот отшельник, он такие вот как бы лучи на все карты распространяет. И здесь выглядит так, что человек проседает именно по этому своему состоянию, не понимает, почему это происходит. У нее запрос на стабильность и на устойчивость, и на усидчивость какую-то есть, и она внутри себя ищет причины, почему это не работает. Она очень хочет в эту сторону работать, она очень хочет, чтобы эта конструкция работала. Сейчас у нее ощущение, что это не работает, что чего-то не хватает. Пока, мы по 8 чаш, мы сейчас еще посмотрим на Федора, может, у него там что-то с эмоциями. Здесь про эмоции ничего, здесь из 4 карт 3 про монеты, про стабильность, про устойчивость, про заземленность, которой нет, без которой тяжело, без которой ты впадаешь в какое-то кризисное состояние и проседаешь именно по вот этой вот стабильности, которой хочется больше. Сейчас этой стабильности у нее мало. Может быть, какое-то подвешенное состояние там по визам, например, да, и они как-то немножечко не на очень легальной основе там находятся. Или приходится каждые 3 месяца обновлять эту тупо визитерскую визу, потому что у тебя никакого вида на жительство нету и ничего такого. Может быть, по деньгам начала проседать, потому что запросы большие, желания большие, и казалось, что в браке должно быть какой-то рост взаимный вместе, и в финансовую сторону тоже, что в этом плохого, надо развиваться. А нету. И какая-то общая неудовлетворенность от этого всего вот фонит немножко по отшельнику, потому что у нее ощущение, что она одна, что ей нужно разобраться, что ей нужно понять, она, может быть, даже запуталась, может быть, ей нужно время для того, чтобы разобраться. Ну и если ты что-то делаешь, то ты это делаешь один. И практически на ощупь. Отшельник, он так в темноте с фонарем ходит и вот высвечивает какие-то необходимые для себя моменты. Но там не то, чтобы очень яркое солнце светит и прям-таки озаряет тебе все твои возможности. Нет, ты в темноте шаришься и ищешь какие-то ответы на свои вопросы. Не факт, что они быстро придут, не факт, что ты правильное сразу найдешь. Иногда нужно переосмыслить и пойти искать заново. В общем, такая достаточно тяжелая атмосфера в женщине внутри состоит. Что у нас тут Федя? По тройке чаш и 6 дисков складывается впечатление, что он немножечко нахлебник. Опять же, по пажу жезлов сверху и магу это человек такой творческий и идейный в основном. То есть он больше по фантазиям, чем по реализации этих фантазий. И здесь у нас в мыслях, то он себе король. Он такой решатель. Он такой делаю, что хочу. И хочу-то я все правильно. И то, что я хочу, и вам тоже хорошо. Не только себе я это буду делать, там, из каких-то эгоистических своих соображений, но я и вам тоже сделаю хорошо, потому что я хочу сделать вам хорошо и хочу сделать вам хорошо именно так. Моими способами вы будете счастливы. По тройке час 6 дисков, в принципе, у человека все в порядке, ему нравится, ему комфортно. Почему? Потому что ему дают. Потому что исполнение тех желаний, которые у него есть, а они не всегда совпадают с тем, что он себе нафантазировал. Он нафантазировал себе короля жезлов. А на самом деле все свои идеи, все свои фантазии приходится защищать каждый раз и переубеждать людей. А по пажу жезлов это не самые всегда правильные желания. Это не то, чтобы человек, знаете, так вот лучом каким-то в космос уходящий и прям-таки четко осознающий, что действительно правильно, ты такой просветленный. На самом деле нет, это просто какие-то желания такие, как сказать, не инфантильные, такие и не мелкие. Какие-то, не знаю, не соответствующие ситуации, что ли. То есть он так вот хочет изобразить из себя мужчину, хочет изобразить из себя короля жезлов, хочет изобразить из себя решателя, вершителя судеб, там, решателя всех проблем, организации вокруг себя какого-то прям-таки вот окружения какого-то такого, в котором ты будешь главным лидером. А по факту не получается. По факту не каждое из этих решений работает, не все срабатывает, не все приносит результат, о котором ты так красиво звонил, но при этом у тебя-то все замечательно и в порядке, потому что, с финансовой точки зрения ты закрыт, тебе дают. Всегда есть что покушать, всегда есть где переночевать, и как будто бы ты дальше идешь вот
миссионерство свое какое-то изображать, там рассказывать о том, что как правильно хотеть, что хотеть, как это правильно реализовывать. Наверное, больше это похоже на фантазии, чем на непосредственные действия какие-то. Как-то мне так видится. Именно по семерке жезлов, потому что это все всегда приходится защищать, потому что у людей вызывают это сомнение. Под людьми я сейчас, наверное, Риту больше имею в виду, потому что я обозначала изначально, что вот эти карты, которые я разложила, сколько-то, 6, 7, 8 карт, которые я разложила непосредственно внутри брака взаимоотношений. Внутри брака Рите не хватает стабильности, не хватает уверенности и не хватает осознания того, как бы сделать так, чтобы это работало, а этот фонтанирует идеями какими-то, все время что-то предлагает, позиционируя себя, дескать, я сейчас разберусь, я все знаю, я тебе сейчас все скажу, каждый раз упирается немножечко в стену, потому что каждое свое желание нужно проталкивать, заставлять нужно человека действовать в твою сторону. Она, может, и поддается, а может быть, уже начинает осознавать, что что-то где-то треснуло и не работает, потому что все, что он предлагает, ну, как будто бы не приносит вот этого. Хочется так, а на самом деле вот так. А этот такой, я сейчас все решу, я все знаю, я все могу, а сам чужими возможностями пользуется. Там, может быть, Рита за счет своих концертов, или там она песни пишет, или тексты пишет, или с кем-то она там сотрудничает, саундтреки, там, не знаю, чем она там занимается. Она все это приносит, а он только сидит вот и фантазирует, фонтанирует своими идеями. Очень удобно устроился в свете того, что я же придумал, иди делай. Она пошла, сделала, ей заплатили, деньги общие. Все, я молодец, я заработал. Как-то не алё. Это я так вот, мне так кажется. Давайте посмотрим, что они друг от друга скрывают, что у нас Федор скрывает от Риты. И что у нас Рита скрывает от... Но это каким слепошарой нужно быть, чтобы не увидеть этого? Рита скрывает от своего мужа, что подустала немножечко, что как будто бы навалили на нее столько всего, что, ну, она, конечно, сейчас пока вывозит, но как-то уже она где-то вот на грани. Дальше будет десятка жезлов, когда ты взвалил и пошел, и там не факт, что спина выдержит, потому что ну сколько можно уже. И каждый раз, защищаясь от этих его постоянных фантазий на тему того, как мы сейчас замечательно заживем и что для этого нужно делать, ну вот немножко уже и голова перебинтована, уже как-то, ну, сколько можно ехать на этой лошади. Лошадь начинает уставать. Мужчина у нас что скрывает, что зарабатывать не умеет? Что он что попажу жезлов, что попажу дисков, он не то чтобы очень такой продуманный, как он говорит. Он только в фантазиях своих король жезлов. А на самом деле что-то не работает, ни то, ни другое. Опять же, я не думаю, что Рита этого не видит. Ну, то есть это было бы очень странно. По крайней мере, приход на счета, ну, как бы это очевидно, там видно, откуда деньги приходят. Но опять же, можно рассказать. Он вот такой вот маг, который оборачивает вокруг себя, в свою пользу оборачивает. То есть можно, например, теми же самыми манипуляциями взять и сказать, что те деньги, которые ты заработал, это на самом деле я заработал, потому что я молодец, эту идею придумал и в голову тебе вложил. А что ты там копала 8 часов, это, ну, выкопала, тебе заплатили, это замечательно, но это не самое главное, что произошло для зарабатывания денег. Самое главное, это вот идея моя была, что надо пойти копать. И когда ты выкопала, это вроде как, ну, я как будто заработал, потому что интеллектуальный труд, все дела. Какой-то не очень глубокий мужчина у меня получается. Давайте посмотрим, достаточно глубокий мужчина. И каким он внешне кажется. Да вот таким он и кажется. Вот это вот он и есть. Какая у нас Рита. А это людям же кажется, да? Вот людям, наверное, и кажется. Я что-то такое краем уха слышала, и, опять же, не буду скрывать, нет-нет, да и послушиваю Антона С., который всякие разности про людей говорит. Понятное дело, что нужно на 10 сразу делить. Он человек очень эмоциональный, очень такой вовлеченный, и иногда говорит то, что думает, прежде чем успевает об этом подумать. Но, в принципе, картина, наверное, чисто наружу для людей, которые сомневаются в этом браке, да, не люди, которые вот следуют вот этому, где они верят в то, что это действительно объединение двух людей, которые несут информацию в массы. Как они там у нее называются? У нее есть какие-то свои самые фанаты,
которые, я очень сильно надеюсь, не дойдут до этого ролика и не будут мне рассказывать. Это мне уже фанатов Воробьева хватило в свое время. Но вот есть определенное количество людей, которые слепо верят и исследуют. Именно слепо, именно не думая, именно не критикуя, да, и не относясь критически к тому, что они предлагают. Другая сторона людей разделились значит, вот вся аудитория разделилась на два клана, которые слепо верят и следуют, и те, которые очень сильно сомневаются, и которым со стороны видно, и непонятно, почему Рите изнутри этого не видно, что мальчик-то манипулятор. Ладно, мужчина, с бородой, с усами, взрослый чувак уже. Но он как будто бы эту девушку на привязи держит, изображая из себя вот этот вот нимб над головой, делая вид, что он это все делает для нее, для семьи, для хорошего, для каких-то высших идей, при этом хорошенечко так ее держа и всячески направляя ее в ту сторону, в которую надо, да, и классическая манипуляция. А ее видят как человека, который попался в эти сети, не видит оттуда выхода, именно что не видит. То есть мы не знаем, видит она этого или нет, она по отшельнику пошла разбираться. Она чувствует, что что-то не так, но я не уверена, что там, как сказать, личных карт нету, там нету персоналей в тех картах, которые выпали. Там не было нигде сказано, что она плохо относится к какому-то конкретному человеку, потому что конкретно его подозревают. У нее в общем, в целом ощущение неудовлетворенности. И людям снаружи кажется, что она загнана в угол, что она не видит выхода, что она не понимает. Может быть, даже есть люди, которые пытаются ей глаза раскрыть, сказать: да посмотрите, он же на самом деле не то, о чем он говорит, и не то, что он из себя позиционирует. Он же в уши тебе льет, он же тебя обманывает, а она вот как будто не видит выхода из этого, или как будто бы не видит, в каком положении она сейчас находится. Так ли это? Имеет ли смысл ее вообще спасать? Правда ли она там замкнута? Как будто отрабатывает. Да, как будто бы это ее путь, как будто бы ей надо бы понять, то есть мы ей все вместе глаза не откроем, она нам не поверит. Как будто бы ей нужно самой осознать и закрыть это колесо. Она иначе так и будет попадать в созависимые отношения, она иначе так и будет верить всем, кто вешает лапшу на уши и заливает всячески. И нужно преобразоваться и начать заново, чтобы, возможно, потом стать вот полностью удовлетворенной. Возможно, именно эмоциональную составляющую она потеряла, потому что по девятке чаш это то, чего не хватает в этом осознании. У нее изначально, она как-то целенаправилась, может, у них период сейчас такой, может, им действительно тяжело, может, у них действительно какие-то временные визы, и жить им негде, и они там, я не знаю, ребенка они воспитывают, ребенок уже достаточно подрос, чтобы там в школу ходить, это тоже денег стоит. Особенно если ты не резидент, тебе не положено бесплатное образование, а в каких-то странах и нету бесплатного образования. Вот как-то, как будто бы финансовая, базовая, вот эта вот нужная составляющая, которая у нее в голове как основа для существования. Ты будешь счастлива, если ты будешь стабильна и уверена. И ты не можешь быть счастлива, если ты нестабильна и не уверена. То есть как будто бы это счастье вторым вагончиком идет, следом за базовыми необходимостями. И ей сейчас предлагается, с нашей помощью у нее этого не получится, и предполагается, что она внутри себя прорабатывает эту историю. Может быть, ей нужно что-то осознать, начать заново, попробовать новую какую-то другую жизнь с другим отношением к себе, к людям и вообще ко всей жизни. А она в этом круге, как вот хомячок здесь, который по кругу вертится, потому что она как будто не за тем движется. Понимает ли она это? Вот одной карты. Она вообще в состоянии... Нет, не понимает. Вот она сейчас в процессе осознания. Слушайте, наверное, не так все гладко и хорошо у них в браке, как они, может быть, позиционируют. Я не знаю, что они рассказывают. Про Соколовского она достаточно откровенна была и честно говорила, что плохо, там честно совершенно плакала на камеру, и все замечательно. Тогда я еще чуть ближе было к российскому шоу-бизнесу, наверное, попадались эти кадры, и информация вся эта попадалась. Что сейчас у нее происходит, уже меньше попадается. Мне уже больше не показывают перипетии личной жизни Дакоты.
Если она показывает красивую картинку, если она всем настойчиво говорит, что, ребят, у нас все в порядке, у нас все хорошо, замечательные взаимоотношения, стабильная жизнь, отлично зарабатываем, живем прекрасно, знайте, что это неправда. Знайте, что она внутри себя сейчас в стадии переобдумывания и преобразования. Мужчина у нас вот кажется таким, прям таким манипулятором. Скорее всего, вот здесь вот его была вводная, его была составляющая о том, чтобы проникать в мысли людей своими идеями просто, заряжать их. Ну, проще не работать, чтобы другие люди на тебя работали. Заставить их, наверное, возможности никакой нет. А вот убедить в том, что им это надо, да, смотивировать их на что-то. И здесь у человека хорошо получается. Давайте посмотрим. Ну, это наше мнение о нем. На самом деле он может быть опять рыцарь. Да что ж такое с мужчиной-то не так? К чему мы мчимся? В обман в какой-то. Чтобы что в результате? Господи, и это все развалится, и это все неправда. И все равно рыцарь. Это какой-то ложный путь мне видится. Как будто бы все то, что он делает, это обман, ведущий к разрушению. Направлено это на Дакоту, убеждает он ее, ну, если не силой, ну, не физической силой, да, но, как сказать, напористостью, настойчивостью, упрямством каким-то, суровым выражением лица, словами такими острыми, колючими. То есть этот человек такой вербальный, может быть, арбузер, да, как это говорят сейчас. Прямо вот давит он на женщину, пытаясь ее обмануть. Потому что у него светлого в мыслях нету. У него изначально желание продавить себя, продавить свою точку зрения, настоять на чем-то, на своем, что у нас ведет-то не сильно. То есть это, во-первых, обман. Во-вторых, это нестабильная ситуация, которая вынудит тебя все равно что-то делать. Это какая-то неправильная дорога, которую нужно сменить, чтобы пойти в нужное какое-то направление. Это развал какой-то стабильности. Это подрыв устоев каких-то. Это может быть такое, что, ну вот, то, что называется газлайтингом. Когда ты ломаешь человеку просто весь его фундамент. Когда этот человек начинает сомневаться, ну вот, в самом устойчивом, что у него в жизни есть, во всех его познаниях. Вот как ты себе мир представляешь, ты думаешь, что оно хотя бы так работает, вот по такому принципу, по таким правилам. И потом вдруг приходит человек, который начинает тебе из-под тишка какими-то окольными путями, какими-то подменой понятий, какими-то красивыми разговорами ни о чем лить воду в уши. И ты начинаешь сомневаться просто в основе вообще своего представления о мире, пересматриваешь все реально, как сектанты работают, реально как вот какая-то такая конструкция, которая человек начинает тебе про базовые вещи говорить что-то, что не соответствует твоим об этом представлениям. И в результате снова рыцарь, и в результате снова никакой основы. Это снова человек, который просто хочет проявить себя, и у которого плохо это получается. Нету какой-то основательности. Король один и тот в мыслях. Это какой-то маленький, не очень глубокий, не очень цельный человек, который просто настойчивостью, упрямством и совершенно каким-то запредельным красноречием пробивает себе путь в жизни. А под жизнью я сейчас Риту подразумеваю, потому что мы отношения здесь рассматриваем. То есть он внедряется в ее существование путем вот этих вот красивых слов, жестких иногда слов. Знаете, как иногда говорят, что «а кто тебе, кроме меня, еще правду скажет?» И начинаешь лупить все самое неприятное, что человеку, может, и слышать не хотелось. И да, я понимаю, тебе неприятно, там женщина уже плачет, а ты такой, типа, ну не плачь, не расстраивайся, тебе правды-то никто не скажет, кроме меня. И начинаешь немножечко ее вот подмывать, как вода камень точит. Вот такое какое-то неприятное ощущение, как будто он с внутренним состоянием человека работает. Как будто бы ее вот, я не скажу ломает, но он в результате рассыпется, в результате он как будто бы немножко ее, если не ломает, то меняет очень сильно под себя, под свое представление. Зачем-то, не знаю. Видимо, она ему нужна как-то. Ему вот здесь вот по тройке кубков весело и хорошо, по шестерке дисков ему дают денег замечательно, у него все в порядке, реализация планов у него тоже работает.
зачем бы ему менять, как сказать, всю свою эту деятельность, как-то преобразовываться? Это ей надо преобразовываться, ей плохо, у нее нету того, что она хочет. И того, что она не хочет, у нее тоже нету. Она даже не знает, что ей это надо, а эмоциональной составляющей тоже нету. Так у нее был бы шанс сделать себе стабильную, нормальную, комфортную жизнь, дальше пойти за эмоциональной какой-то напитанностью, прогрессом каким-то, возрождением себя, и ни того, ни того у нее нету. Потому что ей в уши льют и рассказывают что-то, во что она верит, и, судя по всему, она, пока она верит. Но уже есть какие-то сомнения внутри, потому что по отшельнику прямо чувствуется, что человеку уже прям надо самообразоваться, надо как-то уйти вглубь себя и что-то там новое сообразить, чтобы вот по шуту заново начать. Иначе как-то оно само собой не работает. Наверное, просто время нужно дать. Господи, как глубоко у меня сегодня получилось. А давайте посмотрим, вот эта девочка Мия, какие они хотя бы родители, как они на нее влияют, как она на них реагирует. У них же ребенок даже есть. Может быть, это все на страхах за ребенка основано. Может быть, и Рита не открывает сама себе глаза на мужчину рядом с собой, потому что а куда я одна с ребенком? И он тоже почему-то за них, за обоих держится, потому что в таком виде у него работают все его планы. Видимо, стабильная семья и какая-то красивая картинка на тему того, что у тебя красивая, успешная жена и счастливая, радостная доченька, и как будто бы такая картинка больше работает. Я активности и действий каких-то прям вот не вижу. Ладно, давайте Мия в целом. Что такое? Отношение Федора, отношение Риты, отношение Мии к Федору и отношение Мии к Рите. А сама четверка кинжалов про что? Смерти нет, если что. Королева мечей – это то, что есть, а смерти и преобразования в этом нету. Вот в этой четверке кинжалов нету смены обстановки никакой. Ну и это, наверное, закономерно и понятно, потому что ребенок маленький, какая там внутренняя трансформация, какой там переход на новый уровень. Все достаточно строго в ее жизни, но стабильно, я скажу. Она, в общем, в таком среднем состоянии, не сильно эмоциональном. В принципе, Федор достаточно хорошо и комфортно к ней относится. Не то чтобы с какой-то большой ответственностью, но и приятно вместе. Девочка, я не знаю, воспитанная, веселая, хорошая, как-то сильно углубляться в нее он не планирует. Просто с ней приятно проводить время, она есть, куда от нее деваться. Он в ее глазах, в принципе, достаточно сильный, как образ. То есть это такой знающий, на все вопросы отвечающий, как-то за помощью к нему можно, с вопросом можно. Он такой какой-то мощный, он, наверное, и ей тоже много говорит. Вот когда много говорит, кажется, что человек очень умный, очень мудрый, очень такой весь полноценный, обо всем он знает, об любом он может поговорить. Как-то вот везде он был, про все он рассказывает, такой как бы интересный, такой полноценный, но я бы сказала, достаточно далекий и это образ человека такой. Это не то, чтобы какой-то добрый, внимательный, который там нос подотрет и книжку почитает, а вот какой-то такой образ красивый, воздушный такой в целом. Рита у нас снова с практичной точки зрения. За ребенка, значит, на ребенка нужно зарабатывать, на ребенка нужно тратить, ребенка нужно воспитывать. Это долго, ребенок маленький, а воспитываем мы их, дай бог, дадут отдохнуть где-нибудь, вдохнуть и выдохнуть ближе к 30, да, а до этого прям постоянный труд, вечные какие-то заботы. Опять же, очень Рита у нас направлена на стабильность, на устойчивость на какую-то. Это нужно ребенку в том числе создавать. То есть она не такая, что она сама как бабочка с цветка на цветок, и отношение к ребенку тоже такое: поедем туда, поедем сюда, и там подумаешь. Она очень уверена, очень сосредоточена, очень целенаправленно за этим ребенком заботится. Так сильно заботится, что все на себя взвалила. И это видно ребенку. Ребенок видит, что мама там упахивается.
судя по всему. Если мужчина у нас здесь красивую картинку создает, опять, даже в глазах ребенка, он весь такой умный, он весь такой начитанный, он все это вот рассказывает, мама тупо пашет, как лошадь. Просто везде. Мама может дома не бывает, потому что мама то концерт, то презентация, то еще чего-нибудь. То она что-то делает, то она что-то придумывает, все время какие-то деньги зарабатывает. То есть вот такое какое-то более практичное, если у Риты отношение к ребенку, то и ребенок видит эти старания на физическом уровне. Прямо вот непосредственно сами старания он и видит, и результаты этих стараний. А здесь такое воздушное, поговорить, пообщаться, повеселиться, там как-то приятно провести время. Такая семья. Еще не знаю даже по бизнесу. Спрашивать про Ритин бизнес. Давайте посмотрим их перспективу. Уже бог с ним, с этим бизнесом. Будет она работать, не будет она работать. Будет она работать, куда она денется? И она видит, что деньги сами собой с неба не сыпятся, надо работать. У нее очень много планов, очень много... Это даже не то, чтобы фантазии и желания, это какая-то суровая необходимость жизни. Эти деньги нужно зарабатывать, потому что, иначе у тебя ничего не будет. Ни стабильности не будет ни у тебя, ни у твоего ребенка. Она вроде как действительно в замкнутой какой-то ситуации сейчас находится, потому что сами собой деньги не образуются, а значит, их нужно зарабатывать. И она вот как загнанная лошадь все это делает. Что у них во взаимоотношениях, бог с ним бизнесом, бог с ней с работой, вот и весь этот ее личностный рост, все эти его какие-то фантазии и вот обилие пажей вообще, как человека, который ничего не смыслит, только много разговаривает. К чему все это приведет вот в разрезе брака, в разрезе личных отношений, взаимоотношений. 25-й год на дворе, ноябрь, октябрь, конец октября, начало ноября 25-го года. Какие у нас планы, какие у Вселенной планы на союз Риты Дакоты с Федором Белогаем на год. Сейчас посмотрю, что в кадр помещалось. На год, на 3 и на 5. Господи. Бедная женщина. А что за взаимоотношения такие? А король у нас... Вон, посмотрите, король с королевой чаш. Такое ощущение, что как будто бы осознание конца этого союза придет в течение года. Не скажу, что развод, но скажу, что кто-то что-то поймет. Как будто это все закончилось, как будто это неправда. Возможно, будут делать красивую картинку потом некоторое время. Через 5 лет видится мне, что Рита будет одна. Да, в сомнениях, да, в переживаниях, да, все еще в желании вот этой самой стабильности. Вкупе с новыми эмоциями, все это приобрести и каким-то образом сделать так, чтобы это в жизни работало, но пока не работает, пока развалилось то, что у тебя было, пролились все твои кубки, даже то, что у тебя было, уже сломалось и испортилось, и пока не видно, что есть возможность как-то это все восстановить или как-то компенсировать, то есть у нее через 5 лет будет достаточно такой, вот у тебя и по чувствам не все хорошо, старое развалилось, нового ничего нету, и по деньгам ты в каком-то подвешенном состоянии туда-сюда, вот этой стабильности ее хваленой и той уверенности в завтрашнем дне все еще нету. И от этого очень страшно. И как будто бы все хуже и хуже. То есть если здесь они не разводятся, а тянут всю вот эту конструкцию, то к концу 5-го года прямо очень сильно, прям тяжело. Они прям 5 лет не протянут. Как будто бы только в глубину и в темноту уходят эти взаимоотношения, как будто бы никакого просвета нету. Что у нас через 3 года? Через 3 года у нас есть пара такая красивая, и король чаши, королева чаши. Это вроде как объединение какое-то, и вроде как шанс тоже какой-то, что такое может произойти. То есть это когда слияние двух подходящих друг другу, да, элементов, они как будто бы удваивают или утраивают силу общую, совместную. Но по королю кинжалов как будто это не произойдет. То есть такое ощущение, что, возможно, случится какой-то мужчина, возможно, вот прям сейчас фантазирую, что случится какой-то мужчина, который начнет давать
Рите эмоциональную составляющую, там она не будет еще, знаете, планировать и фантазировать на тему того, что «а если я сейчас уйду от мужа к этому, то у меня жизнь наладится». Потому что все еще у нее в приоритете какая-то более финансовая, более такая приземленная составляющая. Но эмоции начнут появляться, и появится какой-то человек, который эти эмоции как будто возродит, как будто покажет ей, что чувствовать она тоже может, как будто бы, что это в ее жизни может появиться и может присутствовать. Было бы здорово. Но король кинжалов этому помешает. Будет, может быть, внутренняя уверенность в том, что это неправильно, да? Если она честный внутри себя человек, то она не сможет просто изменять мужа, например. Она решит это головой. Да, есть чувство, да, есть приятный человек, да, мы очень сильно совпадаем, но, сорян, я замужем. Это голый холодный рассудок, который включается и диктует тебе сверху на все твои там желания, эмоции, импульсы, какие-то вспышки, какие-то неожиданности внутри твоего организма. У тебя самое главный орган – это мозг, который четко тебе раздает инструкции. Это можно, это нельзя. Тут вот мы решаем, тут вот мы не решаем. Король, он такой достаточно решительный, достаточно активный, может быть, даже агрессивный, с той точки зрения, что она не только для себя это решила, но и мужчину тоже на место поставит, что, дескать, нет, вот нет. Из-за тебя я тоже решу, что этого союза не произойдет. Но непонятно, хорошо это или плохо, потому что мы про этого мужчину знаем, и пентаклевой составляющей там нету, там есть просто очень родные души, да, нашедшие друг друга люди какие-то с общими какими-то именно эмоциональными интересами. Но, судя по всему, от этого шанса в жизни откажется, останется со своим мужем делать картинку нам всем, потому что на самом деле там ничего хорошего, сплошные мечи, сплошные расстройства. И это будет только усугубляться и уходить куда-то в глубину, и как-то все-таки ей надо прям вот активизировать совет Рити. Мне кажется, ей вот этого внутреннего отшельника нужно прямо очень сильно сейчас поддержать, активизировать, дать ему возможность, время, силы, место и всячески оставить его в покое, чтобы он там сообразил уже наконец, как правильно выйти из сложившейся ситуации. Давайте совет Рити Дакоте, как ей сейчас быть, чтобы, может, попроще как-то этот путь пройти. Или что? Ну вот, конец октября 2025 года. Совет Рити Дакоте. Проясняй для себя ситуацию. Проясняй для себя ситуацию. Должно быть чисто ясно. Не должно быть никаких семерок мечей, не должно быть никаких пятерок мечей, не должно быть никаких пятерок кубков. Нужно для себя прояснить ситуацию. Вот этого, как я сказала, этого отшельника нужно прямо максимально активизировать, чтобы он пошел и выяснил, как на самом деле. Это очень мудрый человек, если ему дать время разобраться в том, что происходит. И скорее бы и дай ему такую возможность. Уже думай, наконец, уже проясняй для себя ситуацию, уже, наконец, выходи на свет прямо сейчас. Ну а что за совет такой? Она и так в процессе, грубо говоря. И советы наши, как я выкладывала карты, тоже никак не работают. Нельзя заставить человека быть счастливым. Надо, чтобы она сама увидела, в какой ситуации она находится, чтобы была мотивация как-то менять эту ситуацию и что-то для этого делать. Пока она, судя по всему, не очень понимает, что с ней происходит, но она на пути в том направлении, и тогда, значит, совет – это ясные тебе дороги и сил тебе. Пусть все сложится как хорошо будет. Пусть все будет хорошо, и пусть все будет на пользу. Сколько бы времени у тебя на это не ушло, не отходи от намеченного пути, не опускай руки, продолжай стараться в этом направлении. В результате тебя ждет какая-то награда, какая-то ясность и какое-то удовольствие в этой жизни. Давайте ей пожелаем, ему тоже пожелаем. Пусть уже наконец поймут, что происходит, и пусть уже наконец разрулят эту ситуацию. Пишите в комментариях, что думаете, какие у кого мысли на эту тему. Зовите друзей, ставьте мне лайк и увидимся в следующих видео. Пока-пока!